Мужчина нашел в лесу гигантское гнездо. Но это точно было не птица. Когда он заглянул внутрь, его лицо побледнело. Через минуту он уже звонил в полицию. Потому что то, что он увидел, не должно было там быть. Артем много лет работал лесничим и искренне любил свое дело. Каждый день он обходил свой участок, внимательно наблюдая за животными и их средой обитания. Он двигался тихо и уверенно, прислушиваясь к каждому звуку, шороху листвы или треску ветки. Лес для него был живым организмом, и любое отклонение он чувствовал почти интуитивно. Однажды его внимание привлекло странное гнездо высоко на дереве. Сначала оно показалось обычным, но со временем стало расти с пугающей скоростью. Ветви, из которых оно было сделано, выглядели слишком массивными для птиц. Еще тревожнее было то, что вокруг гнезда вдруг воцарилась неестественная тишина, будто сам лес избегал этого места. Решив разобраться, Артем пришел к дереву ранним утром. В густом тумане он заметил на земле странные следы, слишком большие для человека и явно не звериные. Они уходили прямо к дереву и обрывались у его ствола. Это усилило его подозрение. Он принес лестницу и, преодолевая страх, медленно поднялся к гнезду, чувствуя, как с каждой ступени нарастает тревога. Внутри не оказалось птиц. Вместо этого он обнаружил спрятанные металлические устройства и контейнеры, аккуратно замаскированные среди веток. Когда он коснулся одного из них, раздался тихий щелчок. В этот момент тишина вокруг стала особенно давящей. Артем позвонил в полицию. На его слова не восприняли всерьез. Тогда он решил действовать сам. Он начал изучать местность, фотографировать следы и опрашивать посетителей. Люди рассказывали о странных огнях, движущихся среди деревьев по ночам, и тенях, которые будто наблюдали из темноты. Некоторые признавались, что чувствовали необъяснимый страх, подходя к тому месту. Продолжая поиски, Артем обнаружил скрытую тропу, почти полностью закрытую ветвями. В глубине леса он нашел брошенные инструменты и пустые клетки. Металл был ржавым, а на одной из клеток он заметил следы крови. От этого зрелища у него перехватило дыхание. Сомнений больше не осталось. Собрав доказательства, он снова обратился в полицию. На этот раз ему поверили. Следователь Игорь, прибывший на место, сразу понял серьезность ситуации. Вместе они организовали наблюдение, установили скрытые камеры и начали выжидать. Через несколько дней камеры зафиксировали группу людей, приходящих ночью к гнезду. Они двигались быстро и слаженно, явно зная местность. Полиция провела операцию и задержала преступников прямо на месте. Выяснилось, что гнездо использовалось как тайник для контрабанды яиц редких птиц. Внутри нашли десятки ценных экземпляров, многие из которых находились на грани исчезновения. Преступники оказались частью крупной международной сети. Благодаря настойчивости Артема удалось раскрыть серьезные преступления и спасти множество редких видов. За свой вклад он получил награду. Но для него важнее было другое. Лес снова стал безопасным и начал оживать. Со временем животные начали возвращаться, а птицы вновь построили гнездо на том самом дереве. Теперь оно выглядело естественно, как и должно быть. Это стало для Артема символом восстановления и напоминанием о том, что даже одно внимательное действие может изменить многое. Он продолжил работу с еще большей ответственностью, делясь своим опытом с людьми и обучая их бережному отношению к природе. И каждый раз, проходя мимо того дерева, он невольно замедлял шаг, чтобы убедиться, что лес снова дышит спокойно.